Когда мне было лет 10-11, я осталась дома одна. Заснула, и мне снится сначала нормальный сон о прошедшем дне, но потом я почувствовала беспокойство и попыталась проснуться. У меня не получилось, и я начала во сне искать выход. Немного походив, я оказалась в какой-то полутемной, старой комнате. В комнате было окно, в которое было видна луна. В комнате был только один стул и был покрыт покрывалом, не было видно, кто под ним. Я, подойдя к этому стулу, приподняла покрывало и заглянула туда. Сначала я ничего не увидела и не поняла, но потом на меня посмотрела полутемная, страшная физиономия со светящимися глазами и схватила меня за ногу своими сильными, лохматыми руками. Я упала и меня потянуло под стул, у меня не получалось ни проснуться, ни освободиться. Потом, когда меня втащили под стул, я увидела перед собой кошку, которая, посмотрев на меня, и заговорила со мной: «Позвоните моржам на север завтра в час дня и идти к ним, если первое, что услышите в трубку, хрип». Я не сразу поняла, о чем она говорила. Проснувшись и отойдя, тогда до меня дошло. У родственников фамилия Маржина, и они живут на Северной. Ничего не сказав родителям, я дождалась часу дня и позвонила им. В трубку я и вправду услышала хрип. Не поняв ничего, я дала телефон родителям, которые, недолго думая, догадались, что с родственником, который тоже остался дома, что-то случилось. Мы жили в 20 минутах ходьбы от них, а на велосипеде было быстрее. Дедушка поехал к нему, мы долго ждали, пока он позвонит и скажет, что же случилось. Прошел час, звонок, и странный голос деда говорит: «Приезжаю к нему, захожу в дом, а он лежит на полу, схватившись за сердце». Вызвал скорую помощь, и приехав, они сказали, что если бы на минут 5 позже его нашли, он бы умер. Я поехал с ним в больницу, врачи сказали, что это инфаркт. От меня потом долго допытывались, с чего вдруг я позвонила, ничего не сказав им, но я не сказала ничего.